Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. Есть у моего мужа любимый суп. Горячий, пряный, темпераментный, со стринкой. Как думаете, какой? Конечно же, харчо. Сегодня в моем исполнении будет экспресс-метод. Поехали! Для этого беру граммов 400 мяса. У меня телятина. И нарезаю на кусочки. Нам нужен очень быстро вкусный обед. Примерно вот так. Чтобы всем мясо попало. Будет больше казаться и быстрее сварится. Мясо выкладываю в кастрюльку с холодной водой. Опа! И сразу сюда несколько горошин душистого перца. Накрываю крышкой, чтобы было быстрее. И включаю огонь. А пока мясо варится, чтобы не терять времени, мы его отставим в сторонку. Пусть здесь себе потихонечку булькает. И хочу сказать, друзья, что бульон у нас получится, конечно же, никакой, без кости, поэтому сковородку на огонь. Будем делать вкусную зажарку. Сюда столовую ложку смальца. Конечно же, можно заменить на растительное, но я хозяйка, натопила. Крупненькую луковицу. Нарезаю на кубик. И ничего не жду, сразу выкладываю в сковородку. Опа! Перемешиваю и обжариваю до мягкости, румяности. А этим временем нарежу веточку сельдерея. Хочу, друзья, приучиться его есть. Сережечка у меня не очень его любит. Полюбит. Да, любовь моя? Конечно. И сразу же, друзья мои, 450 граммов помидор в собственном соку. Конечно же, можно заменить и на томатную пасту, и на томатный сок. Я их прямо в тарелке вот так вот измельчу, как получится. Если и будут попадаться фрагменты, то только плюс. Как только лук стал прозрачным, даже немножко подрумяниваться, можно, друзья мои, добавлять сельдерей. Перемешаю, пусть прогреется. И сразу сюда помидорки. Опа! Все до единой капельки. Пол чайной ложечки сахара сюда. Перемешиваю. Ой, такие помидорки можно и лопаткой размять. Все. И тушу около 10 минут. Ставьте лайки, друзья. Время от времени зажарочку перемешиваю. Красота. Сейчас проверим мясо. Опа. Ой, бульон как... Ой, оно уже мягкое, друзья мои. Потому что мелко порезано. Все, можно продолжать. Пару картошек. У меня муж не ест суп без картошки. Не, ну ты на кабачки еще надо добавляешь. Ну да, но сегодня будет картофель. Это хорошо. На лепестки, чтобы они открылись и суп получился наваристей. Это мне так муж подсказал. Ой, еще будет один интересный ингредиент, друзья мои. Это какой ингредиент? А я не скажу, я покажу. Мало кто его добавляет в суп. А я, Сережка, тебе всегда добавляю, ты даже не замечаешь. Интересно. Сегодня увидишь. Сливаю водичку. И выкладываю картофель к мясу. Пусть уже начинает булькать. Еще раз перемешаю зажарку. И несколько минут потушу. Хочу, чтобы она прямо поджарилась. Это придаст супу потрясающий вкус. Смотрим картофель. Опа! Он уже закипел. И прокипел, наверное, у меня минут 5. 3 столовые ложки риса. Мою. Не буду прям сильно мыть. Это не плов. И сюда. Перемешаю. Ой, отлично будет. Все будет хорошо. Снова прикрою крышкой и варю до готовности риса и картофеля. Когда зажарка стала прямо поджариваться, вся жидкость выпарилась, сахара здесь есть, они тоже поджарились. Можно выключать нагрев. А сейчас, друзья, изюминка моего харчо, о которой муж не знает. Грузины знают, а муж не знает.
Берем полстакана грецкого ореха. А вот так вот. Один в рот. Это очень полезно. И рубим ножом. А чтобы было легче их рубить, беру петрушку, укроп, хороший пучок. И измельчаю. Ух, как запахло. Вообще класс. Пахло весной. Сережечка запахла вкусным супом. И вот так вот все вместе, вперемешку. Рубим в кашицу. На это понадобится несколько минут. А для вас время пройдет быстро. Да. Ой, какая ароматная, красивая получилась крошка. Я думаю, достаточно, друзья мои. Добавим остринку. Есть у меня вот такой вот красный перчик. И вот так вот. С огоньком был. Ой, он тоже придаст изюминку. Половинки, я думаю, будет достаточно. Вот такая ароматная смесь у нас готова. Смотрим, что у нас здесь. Уже булькает минут 10. Ой, рис хорошо открылся. Картошечка тоже прекрасно. Можно продолжать, друзья. Для этого я суп переставлю поближе. Опа. Переставим суп поближе. Какая красавица, да? Можно уже сюда ее. Зажарочку. Да, супец. Поехали аккуратно. Сейчас будет еще одна фишечка. Не моя, бабушкина. Это по-любому. Опа. И сюда. Моем. Моем сковородку, чтобы мужьям было меньше работы. Ага, благодарю тебя. Пожалуйста, видишь, как я за тебя волнуюсь. На этом этапе посолю. У меня чесночная соль. Конечно же, можно заменить на зубок чеснока и соль. Сюда. Перемешиваю. И даю прокипеть примерно 5 минут, чтобы все хорошо объединилось. Так вкусно пахнет. Можно продолжать. Когда суп прокипел 5 минут, добавляю зеленую смесь сюда. Ой, аккуратно. Перчик. Обязательно специю хмели-сунели. Чайную ложечку сюда. И я люблю этот суп, друзья мои, еще немножечко подкислить. Лимонный сок. 1-2 столовые ложки. Не переусердствовать, без фанатизма. Есть. Перемешиваю. Ой, класс! Суп заиграл совсем по-другому. Вот это будет угощение, Анютка. Угу. Я уверена, Сережка, тебе понравится. Снова даю хорошо закипеть. Как только хорошо забулькало, накрываю крышкой и выключаю нагрев. Даем блюду настояться хотя бы 10-15 минут и будем вкусно обедать. Ты будешь вкусно обедать? Нарезай хлеб. Нарезаем. Ну что, Анютка, мы будем кушать? Да, уже можно наливать. Опа! Ух ты, какой красивый. А какой он вкусный. Солнышко, я прям соскучился за твоими шедеврами. Вот видишь, чтоб знал, как уезжать. Наливаем. Опа! Класс. Вот тебе харчо экспресс-методом. Вообще От меня. шикарный. Угу. Класс, друзья, пахнет очень вкусно. Я любительница это все дело закрасить. Сметанкой. Да, ну люблю я. И еще вот такие вот гренки буду подавать. Просто хлеб подсушила на сковородке. Мягенький, хрустящий получается. И вкусный. Ну давай уже пробовать. Пробую. Беру большую ложку. Размешиваю. Да простят меня грузины. Люблю я закрашенный суп. Ну и пробую, друзья мои. Горячо. Вкусно, наваристо, пряно. И пошла такая остринка от перца жгучая. Во. Все-таки идет, да? Угу, класс. Вкусно, друзья мои.
А как быстро? Ну а что? А я пожелаю всем мирного неба, вкусной еды, мудрой жены. Ну, а я пойду тоже кушать. Давай. Благодарим. Ой, друзья, суп просто обалденный. А ты что, Сергей Николаевич, скажешь? Аня, сказать, что он вкусный, это ничего не сказать. Класс. Ну, тарелка уже пустая. Но я хочу попросить тебя, досыпь мне, пожалуйста, добавки. Добавки. Да, по-любому, это реально вкусно. Так что Давай. тебе лайк. Всем мира, счастья и благополучия. Анютка, давай уже насыпай. Он реально вкусный. Благодарю.